Друзья мои, всем привет! В этом видеоролике мы хотим показать вам, как выполняется упражнение «Заезд в бокс», внимание, под углом 90 градусов. Использовать мы будем только разметку, конуса использовать в этом видеоролике мы не будем. Также в этом видеоролике мы разберем, как использовать это упражнение в повседневной жизни, паркуясь между автомобилей. И разберем, почему же во всех субъектах Российской Федерации упражнение «Заезд в бокс» выполняется по-разному. Поехали! Но в начале ролика я хочу сделать небольшое объявление. Друзья, на нашем канале наконец-то 1000 подписчиков. Я хочу поблагодарить вас в первую очередь за то, что вы подписываетесь, за то, что смотрите, за то, что лайкаете, за то, что пишете комментарии. Это очень ценно для нас. Также я хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в развитии канала. Леху Фатеева, Артема Герасименя, Семена Стексова, Наташу Скачкову, Олю Гришину, Надю Ихамову и, конечно же, нашего эксперта, который помогает снимать практические ролики, Максима Зубенко. Начнем с того, что Макс нам покажет, как выполняется это упражнение. Для этого мы будем использовать на видео левое, правое зеркало и вид в салон. Затем разберем упражнения с машинами и без них, схематически с видом сверху. И в окончании рассмотрим, как нам все-таки велит административный регламент МВД выполнять данное упражнение и почему же во всех регионах Российской Федерации выполняет его по-разному. Заезд в гараж под углом 90 градусов. В первую очередь нужно определить, в какое место мы будем вставать. Допустим, это вот между двух машин, серой и белой. Когда мы начинаем движение, обозначаем указательный поворот обязательно. И стараемся ехать ближе к автомобилю. Ну, либо к парковочному месту, даже если там нет автомобиля. Подъезжая ухом, зеркалом левым к краю автомобиля, либо линии разметки, мы останавливаем автомобиль. После чего мы закручиваем руль вправо до конца, включая правый указатель поворота. И вытягиваемся вперед. Смотрим в левое зеркало и в правое, чтобы открылось то парковочное место. Смотрим, что парковочное место начинает открываться с правой стороны. Мы потихонечку двигаемся. Посмотрели в левое зеркало и в правое, увидели, что у нас все параллельно стоят машины. Мы возвращаем руль в прямое положение, включаем задний ход и остается только просто заехать назад. Постоянно смотрим в левое зеркало и в правое, в левое и вправо. Для чего? Для того, чтобы, не дай бог, кто-нибудь выбежал. Какой-то ребенок, бабушка, дедушка, собачка или еще кто-нибудь. После того, когда мы поравнялись с автомобилями, примерно габаритами ровно встали, включаем парковку. Все. Самый схематичный разбор – это разбор с видом сверху. Давайте посмотрим на упражнение по другим ракурсам. Не забываем включать указатели поворота. Движемся не более половины метра от края разметки, если готовимся к экзамену, или от автомобилей, если паркуемся в реальной обстановке. Доезжаем до конца автомобиля, стоящего рядом с нашим парковочным местом, или ближайшего к нам края разметки парковочного места, и останавливаемся вровень с нашим левым зеркалом заднего вида. Помните, как это выглядит из салона? Подъезжая ухом, зеркалом левым к краю автомобиля, либо линии разметки, мы останавливаем автомобиль. Теперь выворачиваем колеса до упора вправо и плавно начинаем движение. Наша задача – выровнять авто по центру парковочного места, параллельно линиям разметки. Для этого смотрим в правое и левое зеркало. Как только увидели, что задняя часть авто посредине парковочного места, останавливаемся, выворачиваем колеса в положении прямо, включаем заднюю передачу и, отжимая педаль тормоза, плавно движемся назад. Въехав габаритами в парковочное место, останавливаемся, ставим машину на парковку. Упражнение выполнено. А вот приказ номер 80, который утверждает административный регламент МВД по проведению экзаменов. Открываем в нем приложение номер 8 и видим, что для обозначения границ упражнений могут использоваться линии дорожной разметки, бордюры, края дороги, разметочные конуса или иные способы обозначения границ. А вот и наш маневр – постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов. Обратите внимание, что про 90 градусов
упоминается только в названии маневра, но в описании ни слова об этом не сказано. Более того, в конце мы будем рассматривать схему, описанную в регламенте к этому маневру, и вы удивитесь, потому что там траектория не соответствует названию. Проверка выполнения маневра на транспортном средстве категории Б осуществляется на участках дорог с малоинтенсивным движением с использованием имеющихся разметочных мест для стоянки, парковки. Рисунок 1. В случае отсутствия условий для выполнения маневра, проверка выполнения маневра осуществляется в соответствии со схемой и размерами, указанными на рисунке 2. То есть упражнение может выполняться на любом участке дорог, единственное условие в том, чтобы на этом участке было малоинтенсивное движение. А вот и описание выполнения маневра. При выполнении маневра кандидат в водители, маневрируя задним ходом, устанавливает транспортное средство на место стоянки парковки так, чтобы проекции габаритов транспортного средства, за исключением боковых зеркал заднего вида, после завершения маневра не пересекали границы. При этом допускается повторное включение передачи заднего хода. Фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии и сообщает экзаменатору о завершении маневра. По команде экзаменатора покидает место стоянки парковки. И почитаем пояснение. Пункт 11. Маневр может выполняться как с левой, так и с правой стороны от места стоянки парковки. Направление выезда из места стоянки парковки определяется экзаменатором. Пункт 12. Критериями принятия решения о выполнении маневра являются: 12.1. Отсутствие использования включения передачи заднего хода 3 и более раз. 12.2. Отсутствие пересечения габаритами транспортного средства, за исключением боковых зеркал заднего вида, либо наездом колесом на боковые или заднюю границу в ходе выполнения маневра. 12.3. По завершении маневра транспортное средство расположено внутри места стоянки парковки, при этом проекции габаритов транспортного средства, за исключением боковых зеркал заднего вида, не пересекают границ. Ну и на первом рисунке описано движение при выполнении маневра с использованием имеющихся разметочных мест для стоянки. А на втором рисунке видим описание того, как проверка выполнения маневра осуществляется в соответствии со схемой и размерами. Повторюсь еще раз, где, кроме как в названии маневра, написано, что упражнение выполняется под углом 90 градусов. В описании сказано только, что проекции габаритов транспортного средства, за исключением боковых зеркал заднего вида, после завершения маневра не пересекали границы. А на рисунках четко показана схема заезда, но она точно не под углом 90 градусов. Именно поэтому все экзаменационные отделы нашей страны были в замешательстве при принятии решения о том, как правильно принимать на экзаменах данное упражнение. И именно поэтому во всех регионах экзаменационные отделы принимают маневр по-разному. Ну что ж, давайте подведем итог. Упражнение можно принимать на экзамене как на размеченном парковочном месте без конусов, так и на неразмеченном месте с использованием конусов. Схему выполнения маневра выбирает экзаменатор. Скажу, что так как в описании есть только конечный результат, у нас в городе Хабаровск упражнение разрешают выполнять по-разному. Главное, маневрируя задним ходом, установить транспортное средство на месте стоянки парковки так, чтобы проекции габаритов транспортного средства, за исключением боковых зеркал заднего вида, после завершения маневра не пересекали границы. При этом заднюю передачу можно включать только один раз. Слушай, интересно, да, как в других городах сдают экзамены? Ну да, делились бы они еще в комментариях, писали бы свои мнения, что у них там происходит. Вот, и что заснять вообще, да, еще интересно было бы, что заснять, что людей интересует вообще, и больные темы, на что сделать акцент, что им показать, рассказать. Так что, друзья, обязательно в комментариях пишите, как у вас проводится экзамен. Напишите острые темы, о которых хотелось бы, чтобы мы сняли видеоролик. Всем пока!